старой церкви в центре Лондона шла вечерняя служба, когда дверь со скрипом распахнулась, и внутрь вошел босоногий мальчик лет 12. Его звали Джейден, и он выглядел так, словно шел по улицам несколько дней подряд. Пыльная одежда, запавшие глаза, усталый, но уверенный шаг. Люди обернулись, недоуменно наблюдая, как он идет по каменному полу между рядами лавок, и в воздухе повисло напряжение. На возвышении стоял священник по имени Ричард Холмс, мужчина с безупречной репутацией и десятками благодарственных писем от прихожан. Он заметно занервничал, когда взгляд мальчика остановился именно на нем. Джейден подошел ближе, и в этот момент тишина стала почти ощутимой. Через несколько мгновений атмосфера изменилась. Внутри церкви поднялся шепот, сначала робкий, затем громче, когда мальчик обронил несколько слов, которые словно прорезали воздух. Люди начали переглядываться, в глазах многих появилось узнавание и ужас. У некоторых в памяти всплыли старые слухи, о которых они боялись говорить вслух, странное исчезновение подростков, которые переставали посещать службы. Кто-то из прихожан, не веря собственным ощущениям, направился в сторону кабинета священника. Спустя несколько минут в зал вынесли папку с документами, фотографиями и заметками. Листы рассыпались по полу, и теперь уже никто не мог притворяться, что не видит правды. Лица детей, имена, даты — все это было перед глазами. В толпе послышались сдавленные рыдания. Люди начали вставать, кто-то пытался удержать Ричарда Холмса, который бледнел и пятился к алтарю, заикаясь и пытаясь оправдаться. Но больше никто не слушал. Шум нарастал, и двое мужчин повели его к выходу, чтобы передать полиции, вызванной кем-то из прихожан. Джейден стоял неподвижно, словно наблюдая за происходящим со стороны, и его спокойствие только усиливало ощущение нереальности происходящего. Когда за священником захлопнулась дверь, в храме воцарилась тишина, смешанная с шоком и облегчением. Мальчик медленно развернулся и пошел обратно к выходу. Люди расступались, а он, не оглядываясь, шагал босиком по камню и вскоре исчез за дверью, словно его и не было. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.